Намаскар, дорогие друзья. Такая особенная тема – компьютерные игры. Добро или зло? Мнение, и в том числе в духовном сообществе, в сообществе практиков, часто озвучивается однозначно негативное мнение о компьютерных играх. Что вот там где-то в Китае геймер сидел, 3 суток не пил, не ел, в итоге сердце отказало, упал и умер замертво. Упал замертво и умер. Или там, что будешь играть, постепенно виртуальный мир тебе заменит реальность, и у тебя не будет интереса ни работать, ни развиваться, ни к личной жизни, станешь неудачником. Еще такой страх есть, что вот эти стрелялки, будешь ассоциировать себя с персонажем в игре, и вот там в игре ты раздираешь всех или расстреливаешь, и потом у тебя появится желание все там расстрелять кого-то в реальности и так далее. Мы как-то были с друзьями это в Киргизстане мы были, и один, сын моего друга, он, приходит со своей PlayStation там, и он говорит: да-да, что, давай рубанемся с тобой? Я говорю: ну давай. А уже мой помощник, смотрю, он уже рубится с ним вовсю. Они играют там в UFC, и вот просто бьешь по морде там своему оппоненту. И мы, конечно, удовольствие супер получили. То есть мы сели, я там увлекся тоже, и мы играли, и били друг друга там отправляли друг друга в нокаут. Было супер круто. Вот, желание кому-то бить в реальности не возникло. Я не думаю, что оно возникает. Это очень спорная такая точка зрения. Игра есть игра, мы принимаем роли различные. И люди говорят, что надо наоборот, надо как-то это все виртуальное, это все не настоящее, надо жить ближе к земле, растения, гусеницы, бабочки, поливать, свеклу, репку растить. То есть эта идея, что нам современный мир дает, оно какое-то не настоящее, какое-то ущербное. И поэтому современное поколение, оно скорее какое-то неполноценное. Да, наше поколение, мы там играли в хоккей, это было супер. А они жизнь не понимают. Надо понимать, что игра – это фундаментальная часть жизни. Человек, он создан по образу и подобию Бога, да, так говорится. А что такое Вселенная? Вселенная – одно из названий Вселенной, или такая метафора, что такое Вселенная, что такое творение. Это лила, божественная игра. То есть самый главный геймер во Вселенной кто? Это Всевышний. То есть он играет в игру. И так как мы состоим из элементов, то есть мы состоим из творения, состоит из Творца. То есть мы состоим из его сознания, мы его мысли-проекция. Поэтому, когда мы достигаем эволюции человеческой формы, для нас игра становится фундаментальным элементом познания жизни, да, творения. И мы всегда играем в игры, то есть мы никогда не прекращаем. В детстве мы играем в игры в машинке, и мы включаем свою фантазию, и этим отличается Homo sapiens от других существ. Другие существа тоже играют, допустим, кошка, она бегает за веревочкой, да, бумажку привязал, и она охотится, она думает, что она за мышью гоняется. Что она думает, я, конечно, не гарантирую, но ей интересно, ты видишь, что это ее захватывает, она погружается полностью в процесс. А человек, его особенность в том, что он способен верить и представлять себе то, чего на самом деле нет. Поэтому в детстве ты ставишь куколок, ты с ними разговариваешь, ты их одеваешь, ты машинки и так далее. И ты создаешь этот некоторый мир, в котором ты реализовываешь себя. А потом взрослые вырастают, и игра продолжается. То есть она никогда не прекращается, эта игра. Она продолжается. Мы играем, мы строим бизнес империи, мы играем в это, играем в то, в пятое, десятое, в крутых парней, в творческих парней, каких угодно. Это все роли, которое наше сознание принимает. И к вопросу об ущербности виртуальной реальности перед реальностью так эта реальность, она тоже же виртуальная, она тоже является результатом
нейронной активности нашего мозга. То есть я смотрю на что-то, идет сигнал в мою голову через оптические нервы, там, через сетчатку, формирует некоторые колебания в моем мозгу. И я воспринимаю вот этот виртуальный мир, который существует, вот то, что называется майя, да? Майя. И да, духовная практика состоит в том, чтобы преодолеть эту майю, выйти за пределы иллюзии и увидеть мир за пределами игры в своем трансцендентном состоянии. Однако я хочу сказать, что это новое измерение нашей реальности. Вот точно так же, как появился кинематограф, и я думаю, что наверняка были критики, говорили, вот, раньше люди читали, и они развивались, а это что, вот ваше кино, это все, значит, легко пережеванная пища, она там тебя не развивает и так далее. И есть, и они и правы с одной стороны, то есть, потому что когда ты читаешь, ты визуализируешь, ты представляешь, и у тебя развиваются вот эти вот участки мозга, которые отвечают за эту визуализацию. Вот. Но с другой стороны, кинематограф — это часть искусства, это часть нашей культуры. Это важная часть нашей культуры, которая таким понятным языком образов доносит до нас мысли, идеи, чувства, очень сильно влияет на всю нашу культуру. И игры — это то же самое, это новая часть, это просто новое измерение нашей культуры. Игры могут быть очень красивыми, то есть они могут быть проработаны до подробностей, шикарные образы могут. Вот у меня друг есть, он мне с таким энтузиазмом, воодушевлением и сладостью рассказывал. Он говорит, я когда младше был, я играл в Final Fantasy. И говорит, я вот хочу, да, сейчас вот новая версия выйдет, я просто хочу дома закрыться там на 5 дней, чтобы меня никто не трогал. Я хочу просто пройти, я хочу погрузиться вот в этот мир прекрасный. И это так красиво, это такая эстетика. И там плюс история такая, что они просто вот, ну, как фирма взяли и жахнули, да, там какой-то из последних сил они выдали продукт, и действительно получилось очень красиво, очень так вот, ну, божественно. И для любителей эстетики это. И вот когда он говорил, я понял, что это не просто. Он не игроман вообще, этот человек, мой друг. Ну, иногда он любит что-нибудь поиграть, но не то, что у него прям зависимость. Но для него это был какой-то один из первых духовных опытов. То есть, когда ты, потому что вот этот виртуальный мир, он ничем не ограничен. И ты можешь создавать, то есть творчество идет на шаг дальше. То есть здесь, если мы в пространстве, у тебя 3 измерения, и все, и ты ограничен теми средствами выразительности. А в компьютерном представлении, во-первых, есть динамика, то есть идет процесс, тебе не скучно. То есть ты находишься в путешествии, это наиболее органичная, да, визуализация. То есть вот так вот ходить на картины, смотреть, ну, может быть, не совсем. Не для всех. То есть нужно иметь очень такой спокойный ум, который сможет это насладиться. А если это такой квест, если это путешествие, и тебе это открывается, да, постепенно, и ты наслаждаешься этой красотой, это вызывает в тебе чувство восхищения, это может быть путь к сердцу человека. И это может быть путь к какому-то действительно трансцендентному опыту. Игра это может быть действительно средством новой эстетики. Расширенной эстетики. Это один. Другой, игра может быть развивающим фактором. Вплоть до даже в медитации. Я уверен, что в будущем, и не только я уверен, а я хочу в этом поучаствовать и тоже спродюсировать это в будущем, когда у нас будет больше ресурсов, средств для этого. Вплоть до обучения медитации. Потому что некоторые вещи нужно проиллюстрировать, нужно показать, как оно. И можно дать, опять же, биологическую обратную связь. Вот игра есть, Страта называется. И прототипы вот этой, ну, подобной наработки я еще видел в 2000 году. Мы ездили с моим учителем, мы ездили там в Академгородок под Новосибирском.
И там они разрабатывали игры как раз вот на этом принципе, на принципе биологической обратной связи. То есть тебе надевается этот напульсник такой, он измеряет твой пульс, потом одевается такая вот шапка, тут какие-то электроды тебе впаиваются в голову, и компьютер смотрит, что, как ты чувствуешь. Если у тебя пульс быстрый, то есть стресс у тебя, да, когда у тебя стресс, у тебя компьютер, тебя, например, надо победить в гонке, да, ты на автомобиле гонишься, это возникает у тебя стрессовая ситуация. И, естественно, у тебя пульс ускоряется. И когда у тебя пульс ускоряется, у тебя автомобиль замедляется. И тебе для того, чтобы победить, тебе нужно расслабиться. И ты учишься на самом деле познавать себя. Ты понимаешь, ага, вот сейчас я нервничаю. Мне надо, ну-ка, как не нервничать? О, вот так вот не нервничать. О, супер, круто. И вот эта вот страта, да, игра. Ну, я, правда, не играл, я только видел там на ютубе, как это выглядит. Ну, выглядит круто. То есть ты вот расслабляйся, и компьютер будет отслеживать, что твои там биоритмы, они замедляются, да, и ты вот входишь в такое расслабленное трансовое состояние, ты начинаешь левитировать, ты поднимаешься, ты смотришь этот мир, и очень красиво все. И тоже вот у меня друг есть в Петербурге, я когда к нему приезжаю, у него есть VR. Он говорит, да, пойдем в VR поиграем. Я говорю, пойдем. И там некоторые игры действительно эстетически, ну, прекрасные. То есть ты смотришь, космос, и ты, вау, это очень восхитительно. Игра может тренировать навыки какие-то, скорость реакции. И вот он играет в этих «Звездные войны», там джедаи нужно, этими мечами тоже. Это VR-игра в шлеме, когда нужно рассекать, и там, и все это под музыку делать. И он просто настоящий киборг. Я смотрю на него, и вот эти объекты летят, он этими световыми мечами их там рубит. То есть скорость его работы мозга, она невероятно большая. Вот. То есть он может какие-то навыки тренировать, он может тренировать скорость реакции. Фильмы сняли на эту тему. Вот есть фильм «Игра Эндера». Да, там суть в том, что идет борьба с инопланетянами, инопланетяне захватывают Землю. Я сейчас спойлер не буду говорить. Ну и главная суть в том, что дети набираются в военнослужащие, которых они будут воевать именно с инопланетянами, то есть при помощи там дронов всяких и так далее. Но они своим мозгом управляют этими дронами и воюют. Вот. И я думаю, что в ближайшее время, вот, ну буквально в ближайшее время, это будет суперуважаемая профессия оператор дрона. Ну, когда ты при помощи вот этой виртуальной реальности ты там командуешь этими роботами, самолетами там, и так далее. Вот. И в основе это игровая механика лежит. Или вот есть тоже фильм, как называется, «Первому игроку приготовиться». Но это вот прямо вот завтрашний день. То есть погружение в виртуальную реальность и полностью жить в этой виртуальной реальности. Есть определенно, то есть мое мнение, вот если результировать, это скорее, что скорее это добро, но опять же, любая вещь, она обоюдоострая. То есть любой прогресс, он обогащает нашу культуру, то есть наша культура становится богаче в результате, но она может и обеднять нашу культуру. Потому что, например, игры. То есть игра, ее опасность в том, что она дает тебе легкий дофамин. Ты там сделал какое-то действие, получил какое-то вознаграждение. Сделал какое-то действие, получил какое-то вознаграждение. Некоторые игры, как они монетизируются? То есть они тебе показывают рекламу. То есть посмотри рекламу, будет тебе какой-то там ништячок, какой-то тебе там новая сабля, которой ты будешь рубить там этих оппонентов, да. И вот посмотри рекламу, и ты, у тебя вырабатывается тот рефлекс Павлова, да, то есть это фактически механизм по продаже рекламы. И ты его смотришь, какой-то кайф получаешь, какое-то удовольствие получаешь. И в результате, во-первых, индустрия игр может стать, то есть когда вот коммерция, да, стоит на первом месте, то есть индустрия игр может выродиться чисто в
вот такой стимуляцию дофамина, то есть выкачивать из тебя, давать тебе максимум впрыска гормонов, максимум удовольствия и выкачивать из тебя как можно больше. Либо ты рекламу смотришь, либо ты там покупаешь какие-нибудь кристаллы там или еще чего-нибудь. Вот. И таким образом ты, деньги из тебя она выкачивает, эта индустрия. Хотелось бы видеть вот эту игровую индустрию именно как искусство, что ты попадаешь в эту игру, и для тебя это какой-то уникальный опыт, какое-то уникальное переживание. Как вот ты фильм посмотрел, мощный фильм, и навсегда он тебя изменил. Вот то же самое с играми. Вот. Но это вопрос сегодняшний день. У нас деньги, конечно, финансовая мотивация, они двигают индустрию. И они, с одной стороны, они двигают, с другой стороны, они деформируют. Вот мы тут с друзьями обсуждали. В детстве я играл в игру, такая называется «Герои», да, меча и магии. Ну, это культовая прям игра. И тут мои друзья там, в уроках медитации, в команде, иногда вот вечерком садятся и там пару часиков друг против друга бьются вот в этих героях. Да. Ну, а я прихожу там посмотреть, ну-ка, что там, поболеть за кого-нибудь, за второго, за первого. И вот там герои 2, они в третьих героев играют, да. И я говорю, ну почему? Ну где? Вот же шедевр, почему они не делают так? Потому что вот на тот момент еще не было такой сильной коммерческой составляющей, то есть люди как-то они от души делали. Вот. Но я уверен, что до сих пор тоже очень много таких продуктов от души. Вот. Но со временем я только опасаюсь, что коммерческая составляющая, она не даст развиться вот этому искусству в той степени, в какой оно могло бы развиться. Вот. И на самом деле мы должны поддерживать те проекты, которые вот именно ради искусства, а не ради прибыли. Да, это очень важно. Иначе мы обеднеем, мы превратимся вот в эти вот дофаминовые насосы, которые просто качают из тебя либо внимание, либо деньги выкачивают. Вот. И, конечно, остается вопрос зависимости. То есть официально игромания была признана как заболевание, да, то есть как зависимость, когда человек, то есть когда у тебя проблемы, когда ты от твоей вот этой зависимости, от твоей увлечения играми начинает страдать твоя реальная жизнь. То есть проблемы в семье, жена тебе говорит, давай пойдем со мной погуляем, там, пойдем, мы с тобой очень мало времени проводим. А такой, еще, дорогая, у меня тут этот матч происходит, в доту мне нужно обязательно быть там со своим. Это, кстати, тоже одна моя знакомая говорит, сын у меня сидит, играет. Но, говорит, он хоть общаться начал с пацанами, то есть они там, у них какие-то объединяются в какие-то команды, они там что-то, стратегию вместе продумывают. Я, говорю, да, вижу пользу. Вот. Мне, конечно, обидно, что он просиживает, столько времени тратит, но я вижу пользу, что у него какие-то социальные навыки формируются. Вот. Но вопрос зависимости, он в принципе, она есть зависимость. Если человек зависим, он везде зависим. И он будет, то есть алкоголь употребляет, он спивается. На мой взгляд, лучше пусть сыграется, чем сопьется. Это вот тоже такой позитивный момент игр. Вчера сидели все с пивом в подъездах, и вот у них было реальное, не суррогатное, а классное общение. И там и терроризировали всю, значит, население, да, вокруг. Сегодня все сидят там, играют в танки. На мой взгляд, позитивное развитие ситуации. Пусть сидят дома и играют и не тревожат свое здоровье и здоровье и покой граждан. Вот, это тоже. Вот. Но зависимость, то есть нужно понимать, нужно разделить. Игры это одно, и это область искусства. Зависимость это человеческая проблема. Если она у тебя есть, она может проявиться в любой сфере. То есть бывает зависимость от игр, бывает от сахара зависимость, бывает от отношений зависимость, вот эмоции вот эти вот получить, вот сейчас вот мне надо вот этот дофамин. И, то есть это такое, если говорить йоговским языком, это повреждение второго центра, свадхистхана чакры, надо работать над им исправлением, нужно делать асаны. Игра, она оставляет в тебе сильные такие образы, она тебя как бы вовлекает очень сильно, отпечатывается, и она перегружает, уже я смотрел кого-то. Да, идея была в том, что наш мозг,
из-за того, что вот у нас сейчас время такой загруженности информационной, то что соцсети, там, игры, фильмы и так далее, у нас никогда не бывает моментов безмолвия. А как раз в моменты безмолвия, когда ты ничего не делаешь, а ты просто живешь, просто ничем не занят, в эти моменты как раз глубинные части мозга работают, и они генерируют что-то стоящее, какие-то стоящие мысли. И для йогов этот вопрос, он решенный, то есть мы садимся в медитацию, и в медитации происходит полная, тотальная перезагрузка. За полчаса это влияние игры, оно как не бывало. Поэтому можете так и сказать своим, если кто-то с играми, да, и хочет обосновать это своим родителям, скажи: мама, я сейчас все нейтрализую, я посижу, помедитирую. И это действительно так. То есть я вижу, что это вообще сегодня в эпоху вот этого большой информационной нагрузки медитация становится абсолютной необходимостью. Иначе у нас развивается такой цифровой аутизм. Мы теряем некоторые функции мозга, они засыпают, и мозг перестает функционировать, как ему положено. То есть творческие способности подавляются, коммуникативные способности могут подавляться. И вот медитация — это решение. Когда ты делаешь, медитируешь, все обнуляется, все, ты свеженький, ты новенький. Ну вот, это то, что я думаю о компьютерных играх. На самом деле меня радует развитие технологий, VR, виртуальная реальность, дополненная реальность. Представляете, как будет интересно, то есть ты идешь в очках, и вот простые вещи, то есть простые здания, простые там улицы, переулки, все это оживает информацией. Насколько это крутой, познавательный, занимательный мир, да, в котором мы можем оказаться. Образование тоже может быть, ну, фантастически увлекательным. Почему вот у нас это образование, когда тут про Pink Floyd записывал ролик и там песню вспоминал: We don't need no education, we don't need no thought control. Hey, teacher, leave the kids alone. То есть, почему это должно быть такая ломка личности, когда образование, обучение может быть увлекательной творческой игрой? И почему игра должна в детстве прекращаться? Пусть игра идет всю жизнь, пусть она будет максимально увлекательной, но вызовы будут в будущем, и нам нужно будет найти именно равновесие. Вот эти новые вещи приходят в нашу жизнь, и нам нужно понять, а как сделать так, чтобы эта вещь была здоровой, а не вредной. Мы не можем сказать, игнорировать эту реальность, она есть, но как сделать так, чтобы это было в равновесии, и чтобы это приносило благо, а не вред. Вот такие вот вызовы впереди. Все. Спасибо большое. Пишите, что вы думаете на эту тему. Я знаю, что многие крайне негативно относятся. Кто-то относится нейтрально, кто-то относится, ну, нормально, хорошо, иногда. А кто-то относится, действительно, у него зависимость. Вот, пишите свои наблюдения по этому поводу. Особенно будет интересно почитать, находите ли вы справедливым вот это мое утверждение, что медитация нейтрализует именно негативное влияние игр и вообще вот этого информационного потока, в том числе и соцсети. Было бы интересно послушать, как ваше, потому что я пользуюсь, ну, всем, и YouTube, там, и все, и мессенджеры, и я читаю, очень много всего обрабатываю, да, в голове. И я нахожу, что именно меня обнуляет медитация. То есть я сел в медитации, и потом после нее я чист безгрешен. Все, полностью у меня пустота, и потом я как заново с новыми силами могу там функционировать, работать, все как надо. И мне бы хотелось услышать от вас, вы находите такой эффект или нет? А как с играми? Вот поиграл, а потом медитируешь. Как это сочетается, не сочетается? То есть это вопрос исследования. Нам нужно это исследовать без какой-то догмы, без какой-то установки. Нам нужно прям разобраться, а как это на самом деле. И быть очень открытыми к любым умозаключениям, да, к которым мы в процессе эксперимента придем. Потому что это наша новая реальность, нам надо как-то с этим жить. Все, намаскар.